Покажу, как модернизировать кнопку Start-Stop и увеличить время для запуска двигателя, а именно на работу стартера. Потому что в основном все кнопки Start-Stop имеют стандартное время работы стартера, когда вы заводите двигатель, это 1 секунда. Либо в некоторых моделях есть 0,8 секунд. Но часто такое бывает, что этого недостаточно для запуска двигателя. Есть также, конечно, ручной запуск, то есть когда вы удерживаете кнопку и стартер крутится столько времени, сколько вы держите кнопку. Но это не всегда удобно, и многие люди не хотят, чтобы вручную заводить, а хотели, чтобы запускался двигатель сам. И не нужно было там выжидать какое-то время, крутить стартер. Вот, и в этом видео я покажу, как это можно время увеличить, потому что программно это увеличить нельзя. Здесь как зашита 1 секунда, так она остается. Но можно добавить реле. Сейчас я покажу, какое. Вот два вида реле, которые подходят для этой ситуации. Моделька DDC431 и DK-C03. Это одно и то же реле, просто вот это запихали в корпус, назвали по-другому. А так внутри точно такое же релюха расположена, вот такой же модуль. Сейчас я покажу, как кнопка работает в стандартном режиме. Сейчас мы ее подключим. Тут у нас вот все проводки есть, они зачищены. Разных моделей кнопки в принципе подключаются одинаково. И цвета проводов даже одинаково стандартно сделано, чтобы ничего не путаться. Красные и черные провода – это у нас питание кнопки. То есть на черный мы подаем минус, на красный мы подаем плюс. Кнопка у нас с иммобилайзером. Если у вас кнопка без иммобилайзера, она в принципе так же сама. Настраивается, подключается. Вот я разблокировал кнопку. И щелкает вот. Переключаются режимы работы, то есть там первое положение зажигания, второе положение. Чтобы стартер заработал, сейчас мы его тоже подключим, наш стартер. Он запускается желтым проводом. То есть белый, зеленый и синий это идут на положение зажигания, а желтый идет именно для запуска стартера. Минус у нас будет на стартер подключен постоянно, как это идет масса на двигателе. Скручиваем их вместе вот так. Минус. А желтый у нас будет запускать наш стартер. Так. И еще нам понадобится зеленый провод. Зеленый провод идет у нас на педаль тормоза. Когда вы нажимаете педаль тормоза, на этот провод подается плюс. То есть я буду делать вот так. Это будет означать, что я нажал на тормоз. Чтобы завести двигатель, нужно удерживать тормоз вот так. И затем нажимать кнопку. Ага, она заблокировалась, когда я отключал минус. Разблокируем заново. Держим тормоз. Вот у нас горит индикатор. И вот на 1 секунду у нас запустился стартер. Ну, если машина современная, исправная, то она уже завелась и работает. Но если у вас карбюраторная машина, либо машина плохо работает, плохо заводится, либо она старенькая. В общем, для этого есть режим для ручного запуска. Вот сколько держим, столько и крутится стартер. То есть два режима работы. Но иногда людям хочется, чтобы двигатель запускался сам, поэтому мы можем добавить к этой кнопке реле времени, и оно будет продлевать работу стартера. И здесь мы можем запрограммировать и выставить нужное время. Например, 2 секунды или 1,5 секунды. Также можем менять в зависимости от времени года. Например, зимой дольше заводится, мы можем поставить 2 секунды. Если летом лучше заводится, можем поставить 1,5 секунды. В общем, я сейчас покажу, как это все дело нам подключить. Подключается просто. Здесь контакты с обратной стороны подписаны. Если внимательно посмотреть видео, то я думаю, все будет понятно. Питание реле от 6 до 30 вольт как раз в автомобиле сгодится. GND минус, 630V это плюс. Вот эти два контакта. Нам нужно будет подавать питание для работы кнопки. Ну, минус у меня вот. Он же тут и остается. Я возьму просто добавлю проводок для удобства. Вот он. Минус будет идти сюда.
Также я возьму отверточку и все это затяну. Минус. Подключили. Готово. Теперь нам нужен плюс. Если мы возьмем плюс просто постоянный, вот этот, который идет от аккумулятора, подключен, система будет работать, но она будет работать постоянно, поэтому что нужно сделать? Лучше взять плюс, взять вот этого белого провода. Он будет идти на какое-то из положений, там смотрите по схеме, где-то была инструкция. Вот здесь схема подключения есть. И подписано вот. Положение 1, белый провод. Я возьму питание на реле отсюда, потому что когда мы выключим кнопку, то есть отключим зажигание, все, реле тоже выключится. Настройки в нем сохраняются, не собьются. Поэтому лучше взять отсюда питание, и при выключении машины реле тоже будет отключаться. А постоянное питание ему не нужно. Все настройки сохраняются, поэтому можно отключать. Вот мы нажимаем кнопочку, включаем зажигание, и у нас реле активировалось, включилось, зажигание выключаем, реле отключилось. С этим в принципе все понятно. Теперь нам нужно будет еще подать сигнал на триггер. Минус у нас общий, мы можем поставить перемычечку маленькую, сейчас сделаем. На минус делаем перемычку, кусочек провода и соединяем с минусом. Кнопка через 30 секунд автоматически выключается и блокируется. То есть, если мы не производим никаких манипуляций, то кнопка заблокировалась. Опять ключиками нужно будет разблокировать. Так, на минус мы перемычку поставили. А сигналом триггера у нас будет желтый провод. То есть он у нас будет запускать стартер и активировать наше реле. Вот я возьму такой же желтый провод. А то тут проводов и так много. В принципе, уже можно запутаться. Подключаем. Желтый провод мы также его оставляем на стартере, потому что вот этот режим ручной, когда вы удерживаете кнопку, он нам-то еще может пригодиться, поэтому мы его тоже оставляем, и когда мы будем удерживать, стартер будет крутиться постоянно. То есть эту функцию мы оставляем. Вот так мы делаем. Готово. Сейчас проверим. Разблокируем кнопку. Берем нашу педаль тормоза, нажимаем. Запускаем. Вот. Стартер включился на 1 секунду, но реле проработало дольше. Теперь нужно будет запитать стартер от реле. Мы берем еще проводок. У нас с этой стороны у нас есть нормально замкнутый, нормально разомкнутый контакт. И для работы нам нужно будет плюс постоянный уже вот этот, не от кнопки, либо отсюда, либо с белого провода, тоже без разницы, потому что кнопка будет включена, плюс сюда тоже будет при включении подаваться. Мы можем сделать вот так. Либо отсюда, либо отсюда. Ну, мне удобнее будет вот этот подключить, чтобы меньше было перемычек. Подключаем на центральный контакт. Затягиваем. Вот. Оставляем. И вот этот вот, который ближе к USB идет, на него мы подключаем провод. Это будет питание стартера при включении реле. Вот мы его подключили, затянули и соединяем уже с желтым проводом. То есть вот этот желтый провод, он у нас будет и триггером, и также будет работать стартер через него. То есть зеленый мы соединили с желтым. Теперь я покажу, как настроить это реле. Включаем зажигание в первое положение. Вот.
Включилась, загорелась наша кнопочка. Заходим в меню настроек. Здесь у нас выбирается программа 1.1. Это самая первая программа, которая есть. Она как раз подходит для этого режима. Реле переводим в режим работы ON. Off — это выключенное реле, то есть его можно отключать, оно работать и участвовать в этой системе не будет. Можно его включить, режим ON. Заходим в настройки, нажимаем Set. P1.1, однократно нажимаем Set и выставляем время. Тут с помощью кнопки Stop мы можем перелистывать точки, то есть вот это минуты, вот это секунды. Я выбираю, чтобы были еще десятые секунды, то есть 2 секунды это 0 миллисекунд. И с помощью кнопки Up, Down мы выбираем нужное время. Например, 1,5 секунды. Сохраняем настройки. И теперь пробуем заводить двигатель. Я нажимаю тормоз, вот зеленый наш проводок. И время отработало 1,5 секунды. Заглушили. Пробуем выставить 2 секунды. Заходим в меню настроек. И выставляем, например, 2, можно даже больше. 2,5. Сохраняем настройки. И пробуем заводить. Опять тормоз нажимаем. Включилась на 2,5 секунды. Вот так работает наша система вместе с реле. И также у нас остается режим, когда мы можем вручную крутить стартером. Давайте попробуем. Это мы заглушили машину. И теперь заново заводим. Если у нас не завелась машина сразу, то можно удерживать кнопку, и она будет крутиться уже сколько времени нам нужно. Вот так работает данная система. Ссылочки на эти релюшки я оставляю в описании. Можно заказать их на AliExpress. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.